Начинаем сегодняшнюю трансляцию по здоровью. Быть здоровым легко поможет вам Андрей Дуйко. Сегодня я отвечу на ваши вопросы. Я сейчас посмотрю, пошла трансляция или нет. Ага, вроде пошла. Быть здоровым легко поможет вам Андрей Дуйко. Сегодня сейчас я поправлю немножко трансляцию. Секундочку. Вот так. И начнем. Вот так. И начнем. О, все, теперь меня видно и слышно. Начинаем. Итак, Лариса, здравствуйте, Андрей Андреевич. Я несколько лет пью статины, но меня очень пугают заболевания, которые они вызывают. Альцгеймера, Паркинсона, сердечную и почечную недостаточность. Хочу полностью прекратить их прием. Посоветуйте, пожалуйста. Очень важно узнать ваше мнение. Статины очень часто назначают людям как противохолестериновые терапию. И на сегодняшний день есть более такие, наверное, концептуальные подходы и более, наверное, интересные подходы по снижению холестерина. Буквально сегодня я читал работу. В этой работе утверждается, что применение биотина э, помогает человеку справиться с холестерином. Я попробую даже работу сейчас найти. Сейчас. Биотин от холестерина. Биотин помогает в ускорении роста, нормализации работы мышечных волокон, ускоряет процесс восстановления тканей при условии их повреждения. Витамин В7, он же биотин, способен обеспечивать нормализацию работы нервной системы. Помимо всего указанного, биотин способствует оптимальному росту костного мозга. Это чем может помочь биотин человеку. Вообще особенность биотина заключается в том, что в действительности биотин очень помогает при высоком холестерине. Он необходим беременным, кормящим женщинам, как для себя, так и для плода. Исследования на животных показали, что его дефицит в период беременности может вызывать врожденные дефекты у потомства благодаря способности снижать уровень глюкозы. Витамин B7 полезен диабетикам. Также я могу сказать, что биотин полезен всем, у кого есть снижение аппетита, повышение аппетита, сероватый цвет кожи, повышенная жирность или сухость кожи. Есть работа, которая утверждает, что как дополнительная терапия при заболеваниях ревматоидный артрит и при заболеваниях рассеянный склероз. Есть целая работа Американской ассоциации здравоохранения, которая доказательно объясняет методы и рекомендации при применении препарата биотин в ходе лечения рассеянного склероза и бокового амиоспастического склероза. Поэтому я хочу представить вам биотин нашей компании, 5000 микрограмм в нашем препарате. Этот новый препарат можно уже приобрести на нашем сайте, биотин витамин В7. Витамин В7 является витамином еще и с ярко выраженными противоопухолевыми действиями. Так, витамин В7, к нему относится амигдалин, к нему относится биотин, к нему относится рутин. Это все препараты, которые являются витамином В7, просто являются различными его формами, являются уникальными аминокислотами. Фактически бетаин является аминокислотой, которая снижает холестерин. Об этом можете прочитать в интернете. Ну что, сейчас, секунду.
Бетаин и его роль в регуляции циркадного ритма воспалительной реакции при ревматоидном артрите. Вот такая есть работа и так далее. Очень интересные есть работы, связанные с биотином. Вот что пишут в умных книжках. Сейчас прочитаем. Сейчас это сильно умно для вас. Не торопимся. Витамин биотин является коферментом карбоксилаз, ферментов, катализирующих реакции карбоксилирования. Он ковалентно связан через аминогруппу остатка лизина с ферментом. Биотин реагирует с гидрокарбонат-ионом в присутствии АТФ с образованием N-карбоксибиотина. Это активная форма диоксида углерода переносит далее карбоксильную группу на акцептор и так далее. Биотин распространен в природе, в медицине его применяют при циррозе печени, сахарном диабете, дерматологической практике, повышенным холестерином. Биотин, почему действует биотин? Биотин воздействует на формирование и выведение, быстрого выведения пирувата в синтезе Крепса пируват-киназы с расщеплением молочной кислоты на пировиноградную кислоту и в дальнейшем пируват-киназу, и в этом всем участвует биотин. Именно поэтому, почему это важно? Один из маркеров онкологического заболевания является маркер крови на пируват-киназу. В случае, если она повышена, это говорит о том, что в нашем организме есть или, скорее всего, сформировано и, возможно, где-то находится онкологическое новообразование. Это говорит о том, что накопление пировиноградной кислоты в каком-то месте достаточно большое. Так вот, есть ряд веществ, к ним относится витамин В7, это амигдалин, рутин и биотин, которые успешно помогают в цикле Крепса справляться с перенакоплением пировиноградной кислоты, в итоге восстанавливать и замедлять дальнейшее развитие онкологических новообразований. Вот. Зилия Джи. Здравствуйте, Андрей Андреевич, здравствуйте. Валентина Лунгу, здравствуйте, здравствуйте. Элеонора Асланян. Вы лучший, спасибо большое, с наступающим Новым годом. Ой, большое спасибо, очень приятно. Скажите, пожалуйста, что применять? Ударил локоть месяц назад, нет травмы, но болит. Это, скорее всего, ушиб. Траксивозиновая мазь. Возьмите траксивозиновую мазь, ее просто принимайте. Не принимайте, а используйте. Ага. Сейчас вот так увеличим. Оксана Глушко. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Рады вас и видеть, и слышать. Я после компрессионного перелома позвоночника, шейного отдела. Уже почти 1,5 месяца. Делали плазму, массаж, когда можно на работу. 6-7 месяцев реабилитационный период данного заболевания. Не торопитесь, не торопитесь работать. Это очень важно. Пройти реабилитацию после компрессионного перелома. Это опасно. Из-за чего появляется водянка. Водянка является фактически отеком. Может быть или может являться следствием заболеваний почек, пилонефрита, ревматоидного артрита, васкулита. Ну, аккуратно с этим. Обратитесь, сдайте анализ крови, если реактивный белок, антистрептолизин, ревмопробы. Здравствуйте, расскажите, если есть небольшое уплотнение под правым ребром, как следствие давит и распирает внутри, что это может быть приблизительно? Смотрите, если глубоко под правым ребром, то это может быть опухоль печеночная. Но обычно опухоль такую определить невозможно. Но здесь же находится двенадцатиперстная кишка еще. И опухоль может быть просто воспалением двенадцатиперстной кишки при, допустим, неспецифическом язвенном колите, при язве двенадцатиперстной кишки. Там же находится толстая кишка, и это может быть еще и воспалительным процессом, допустим, развитием гастрита.
И необходимо на это обращать внимание. Какие должны быть ваши действия? Ваши действия, они должны начинаться с гастроэнтерологического исследования. Для того, чтобы определить, то есть это, может это быть у вас просто дивертикул, или это может быть у вас опухоль или новообразование, не обязательно злокачественное, не стоит этого ничего бояться, смело проводить исследования, рентгенологические исследования, все будет сразу же понятно. А еще обратилась женщина ко мне как-то и говорит: Андрей Андреевич, у меня вот опухоли на животе, вот я их чувствую, но такое ощущение, вот один месяц они в одном месте, другой месяц в другом месте, третий в третьем месте. Может такое быть, что она мигрирует, данная опухоль? Я говорю, ну давайте посмотрим. И после этого она на ощупь, это было как уплотнение кожи. То есть это не связано было с чем-то глубоким, а такие как узелки на поверхности кожи, не похожие на какие-либо заболевания. И я ей говорю, послушайте, а вы на кровати, когда лежите вечером, как телефон ставите? Она говорит, я его включаю в зарядку и ставлю на свой живот. Я говорю, от того, что вы его ставите на свой живот, вот этот провод, которым вы надавливаете, создает синяк. Она говорит, да. Я говорю, да, вот это да. Вот. Хочу вам сегодня сказать, что данный вебинар посвящен здоровью, где я отвечу на ваши вопросы здоровья. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, как можно облегчить судорогу в ногах? Спасибо. Карбамазепин, а также фенлипсин, депакин, то есть какие-то препараты, которые связаны с противосудорожным действием. Миорелаксант. Как же или на что может указывать судороги в ногах? Судороги в ногах могут указывать или показывать на тромбоз сосудов, варикозное расширение вен, полинейропатию, нейропатию, невропатию, артериосклероз. То есть это все ряд заболеваний, аккуратно с этим. Как убрать? Ну, прежде всего, раз вы мне сказали, как можно облегчить судорогу в ногах, то, скорее всего, это у вас уже на фоне какого-либо лечения происходит, и вы периодически ощущаете такие судороги. Вообще, относиться к судорогам необходимо с абсолютной серьезностью. Объясню почему. Судороги очень часто являются не проблемами сосудов конечностей. Судороги часто являются одним из элементов, указывающих на заболевания сосудов, но, в общем-то, и сердца. Поэтому при стенозе сосудов, допустим, легочной артерии, правой стороны сердца, при формирующейся ишемическом заболевании сердца, при стенозе сосудов, там какая разница? Могут быть судороги, и проявляться они могут в ночное время. Необходимо обратиться к кардиологу и все-таки поставить правильный или верный диагноз. Как в домашних условиях избавиться от судорог? Обязательно обратитесь к врачу, но пока еще нет возможности, допустим, как можно себе помочь? Необходимо взять твердый Необходимо взять металлический предмет, допустим, там трубу металлическую или арматуры кусок или еще что-то, и положить себе в кровать. И когда у вас будет появляться судорога, то хватайтесь и очень сильно сжимайте такой металлический предмет. Как ни странно, это почему-то помогает. Василиса Моисеева. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Очень рада видеть и слышать вас. Ваши препараты самые лучшие. Спасибо огромное за ваш труд. Спасибо. Здравствуйте. Что мне сделать, когда все артериальное давление колеблется, снизится и повышается, а вечером головокружение начинается? Спасибо, пожалуйста. Итак, в случае, если у вас повышается артериальное давление и препараты не имеют никакого воздействия, вы должны знать, как с этим справляться. Первое, что необходимо делать, знать, как снизить давление и знать, как повысить.
Итак, в нашем теле находятся определенные точки, стимуляция которых быстро помогает человеку избавиться от артериального давления. Какие это точки? Итак, первые две точки находятся над ушами. Обычное постукивание не болезненное по этим точкам через очень короткое время, буквально за 15-17 секунд, может быть до 1 минуты, снизит ваше давление артериальное. После чего необходимо посидеть немножко, отдохнуть и еще раз постучать. Таким образом вы можете снизить давление. А как повысить? Точка центра нашей груди, если стучать по ней, то она будет повышать давление. Таким образом, вот так или похлопывания вот такие повысят давление, а похлопывания здесь снизят ваше давление. Что нужно принимать для того, чтобы давление не поднималось? Ну, первое. Вы должны всегда знать, что давление является следствием спазмирования тонких сосудов. Второе. Почему они спазмируются? Это может происходить за счет ущемление артерий шейного отдела. Второе. Это может происходить за счет тромботизации тонких сосудов на фоне высокого холестерина. Третье. Это может происходить за счет того, что у вас выделяется кортизол, это гормон стресса. Я часто говорю, когда выделяется кортизол, то в этот момент его спутником является адреналин. Где находится адреналин, там появляется холестерин. Таким образом, тромбирование сосудов происходит по принципу формирования стеноза, тромбоза, и объем сердца увеличивается. Но из-за того, что оно у вас имеет такой вид перепадов, это, скорее всего, говорит о том, что у вас есть более такой, наверное, более такая адреналиновая, наверное, гипертония, хотя такой не существует, я сразу говорю. И о чем это говорит? Смотрите, гипертония или гипертензия, она может быть нескольких форм. Первая форма может быть связана с пилонефритом или с заболеванием мочекаменными. Мы сегодня это рассмотрим. Второе может быть связано с тем, что у вас происходит спазм сосудов на фоне того, что вы не можете справиться со стрессом и выделяется внезапно большое количество адреналина. Адреналин необходим, но минус его в том, что приводит к спазмированию сосудов. Давайте рассмотрим и первый сегодня, и второй вид появления гипертонического заболевания. Ну и третий, это может быть связано с уменьшением циркуляции крови, за счет этого происходит. Почему уменьшение циркуляции? Ну, допустим, есть где-то грыжи Шморля, допустим, где-то есть проблема тромбоз сосудов нижних конечностей и так далее. Атеросклероз. На общем фоне атеросклероза это происходит, на фоне сахарного диабета. Итак, у нас сейчас появилось три идеи возникновения гипертензии. Первое – это на фоне вашего невроза или стресса, что проявляется в виде того, что выделяется адреналин. Не напрасно препараты, которые могут купировать выделение адреналина, называются адреноблокаторы, которые, скорее всего, вам назначает врач. Их огромное количество. Их задачей является купирование вот таких проявлений внезапного появления адреналина. Сейчас я расскажу, как это все можно лечить. Второе, появление мочекаменного заболевания. Очень часто человек на фоне своей жизни болеет мочекаменным заболеванием. Также может быть еще почечная недостаточность, которая может формироваться на фоне сахарного диабета второго типа и ожирения. Это все, как правило, связано, по моему мнению, опять-таки неподтвержденному, по моему мнению, это связано, ну, как неподтвержденному. Если книжки читать, то подтверждение найдешь. Просто я к этому не готовился, как к монографии. И это исключительно мое мнение сейчас. Но если необходимо, допустим, его как-то
чем-то подтвердить, то если задаться этой целью, то можно найти ряд работ тех людей, которые эту тему изучали, исследовали и описаны в медицинских работах. Итак, по моему мнению, очень часто снижение кислотности желудка, дальше развитие сахарного диабета приводят к появлению мочекаменного заболевания и мочесолевого диатеза. Что же на самом деле необходимо сделать для того, чтобы улучшить общее состояние и сделать так, чтобы не формировалось и не появлялось заболевание мочекаменное? И как же можно вообще почки почистить и так далее? У нас есть, кстати, чай, называется Бевинтон. Если принимать данный чай 1-2 раза в день, то можно улучшить общее состояние почек. Конечно, почечную недостаточность это не устранит, но улучшит общую работу почек. Второе. По моему мнению, повышение кислоты, которая попадает в желудок, способна влиять на почки в дальнейшем с целью устранения мочекаменного диатеза. Почему я это утверждаю? В процессе исследования, которое проводилось мной и там, дополнительно врачами, докторами, была выбрана группа людей, которые применяли препарат, который называется в нашей компании Нефромакс. В данном препарате находятся 3 кислоты. Это лимонная, виноградная и винная. Это 3 соли или 3 кислоты, которые в определенной пропорции цитонетоксичные находятся в одной капсуле. Люди, которые применяли данный препарат в дальнейшем на протяжении, по-моему, 14 дней после исследования, при наличии конкрементов и камней в почках, обнаружилась отрицательная динамика роста данных отложений, можно так сказать. Таким образом, в дальнейшем применение уменьшало количество, а еще ко всему этому многие люди, которые использовали данный препарат Нефромакс, после курса лечения 1 месяц-2 месяца по одной таблетке 2 раза в день, избавились от заболевания гипертоническое заболевание сердца. То есть можно сказать, что их заболевание, которое было связано с мочекаменной болезнью, при устранении данного заболевания было фактически улучшение и купирование перехода, может быть, более в латентную форму гипертонического заболевания сердца. То есть можно сказать, что почки начали работать лучше, за счет этого креатинин начал снижаться, за счет этого отечность начала уменьшаться у человека, снизилось давление и в дальнейшем появилось хорошее самочувствие. Это раз. Второе. Адреналин. Очень часто человек не понимает, как появляется и как формируется адреналин. Адреналин – необходимый гормон, кстати, кортизол – это гормон, который выделяется надпочечниками и фактически используется для дальнейшего стимуляции формирования адреналина, либо половых гормонов. И мы фактически, если, допустим, у нас снижается уровень формирования и выработки половых гормонов, то у нас это может сказываться на общем поднятии и кортизола, и адреналина. И не стоит бояться адреналина с одной стороны, а с другой стороны, в случае, если адреналин высокий, то будет развиваться атеросклероз. И здесь еще раз хотелось бы сказать о том, как же все-таки происходит
расщепление адреналина и какие существуют методы его купирования. Оказывается, всем этим управляет наша центральная нервная деятельность, этим управляет гипоталамус и гипофиз. И в тот момент, когда у человека появляется адреналин, то купировать адреналин возможно в случае, если дополнительно появляется допамин. Таким образом, в случае, если допамин не формируется, то количество адреналина ежедневно возрастает. Что купирует появление допамина? Как правило, это алкоголь. Что стимулирует появление допамина? Как правило, это углеводы. Таким образом, в случае, если человек ест углеводы, он поправляется, у него формируется сахарный диабет второго типа. И зачем он ест углеводы? Для того, чтобы у него появлялся гормон радости, допамин. Почему? Для того, чтобы тот, в свою очередь, купировал адреналин. А это еще для чего? Чтобы сердце спасти. Такой получается завязанный узел. С одной стороны, нам для того, чтобы не испытывать стресс, нужно мы не можем ничего сделать, чтобы не испытывать стресс, потому что находимся постоянно в таком мире, который способен создавать эти стрессовые ситуации, неврозы. А с другой стороны, организм требует, чтобы мы употребляли углеводы, а еще там. И здесь хотелось бы несколько слов сказать о том, как же бороться с такими стрессами, как организм создал систему определенную. И в этом всем нужно просто знать, что в этом всем есть участие определенных ферментов, которые организм должен получать из желудочно-кишечного тракта. Первое, это, конечно, биотин, о котором я сегодня говорил. Второе, рутин, о котором я сегодня говорил. Почему рутин? И рутин, и биотин, и альфа-липоевая кислота, которую мы тоже получаем, и организм ее сам не вырабатывает. Эти все аминокислоты необходимы нам для того, чтобы воздействовать. Мелатонин, это все необходимо нам для того, чтобы воздействовать во время сна на наш мозг, для того, чтобы формировался у нас допамин, который будет в дальнейшем воздействовать на наш адреналин, уменьшая его. Таким образом, адреноблокаторы не выполняют свою миссию и фактически не могут привести нас к тому, чтобы мы стабильно блокировали адреналин. А воздействие на допамин, гормон радости, в дальнейшем может привести нас к тому, что давление само по себе вместе с неврозом будет исчезать. И что я рекомендую? Итак, первое – это альфа-липоевая кислота, которую можно приобрести на моем сайте, которую я рекомендую принимать на ночь, 2 или 3 таблетки. Я уже об этом говорил. Второе – это бетаин, 1-2 таблетки на ночь, аналогично будет купировать в дальнейшем появление адреналина. И третий препарат – это препарат, это получается альфа-липоевая кислота, биотин и мелатонин. Мелатонина, кстати, у нас нет на нашем сайте. Вы можете купить в любом магазине, который занимается продажей спорттоваров. Итак, в случае, если у вас вот такие перепады давления, о которых вы говорите, то как вам необходимо поступать? На ночь принимайте мелатонин, это восстановит ваш циркадный ритм, вы будете меньше спать, более высыпаться, легче засыпать. В случае, если есть проблемы с самим засыпанием, используйте мой препарат, он называется Соник. 2 таблетки можно выпить или рассосать, что я рекомендую делать. После чего мягко заснете, и будет сон длительный, долгий, глубокий, красивый. Биотин и альфа-липоевую кислоту. В случае приема данных препаратов по 1 таблетке каждого на ночь,
Я так, я так думаю, на протяжении первой недели вы уже сможете увидеть ярко выраженные результаты. Какие? Перепады давления, далее улучшение самочувствия психического. Третье, успокоитесь, то есть не будет так вас одолевать невроз и перепады настроения. Улучшится работа пищеварения. Таким образом, можно сказать, что применение только лишь трех препаратов, биотин, альфа-липоевая кислота и мелатонин на ночь может помочь вам существенно снизить артериальное давление. Влад, здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, что нужно принимать или что нужно делать, если трескаются губы? Спасибо за ответ. По моему мнению, губы трескаются, как правило, на фоне гастроэзофагиального рефлюкса. Кто бы вам что ни говорил, что это связано там, это связано с пересыханием, там, щитовидной железой или еще с чем-либо, я хочу вам сказать, что, как правило, это связано с гастроэзофагиальным рефлюксной болезнью. Каким образом необходимо лечить? Лечить необходимо путем лечения гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. Каким образом? Вы знаете, я не могу однозначно сказать. Вот из моих препаратов можно попринимать биотин, можно попринимать каолин. Каолин 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Биотин 1 таблетка 2 раза в день. В случае, если у вас есть диарея, то можно принимать препарат пепсин. В случае, если у вас запор, то можно принимать вместе, совместно с препаратом L-карнитин. Кстати, забыл сказать, одним из аминокислот, которые снижают холестерин, берут холестерин фактически, берут полинасыщенные жиры, расщепляют и вводят в клетку, даже не вводят, а помогают клетке образовывать из таких полинасыщенных жиров энергию, является L-карнитин. L-карнитин тоже можно приобрести у нас на сайте. В случае, если бы я сейчас хотел худеть, в случае, если бы я сейчас ощущал потерю энергии, в случае, если бы мне не хватало, наверное, потенциала, я бы принимал оба эти препараты. L-карнитин и бетаин, ой, и биотин. L-карнитин и биотин. Таким образом снизил бы холестерин, начал бы лучше себя чувствовать, уменьшился бы избыточный вес и так далее. Вот я их, скорее всего, и буду принимать. Ну и препарат пепсин. Если бы у меня была диспепсия, диарея, я считаю, что пепсин необходимо принимать тем людям, у которых есть хроническая диарея. В случае, если есть диспепсия, это несварение, тошнота по утрам, при дефекации образуется пенистый стул с плохим запахом или кислым запахом. Это все говорит об очень повышенной кислотности желудка. И для того, чтобы ее снизить, вам необходим пепсин. Пепсин безопасный для тех людей, у кого есть гастрит с повышенной кислотностью. У тех людей, у которых нет гастрита с повышенной кислотностью, одним из принципов того, что у вас гастрит с пониженной кислотностью, является запор. Именно поэтому в случае, если у вас запор, это говорит о том, что вам пепсин не нужен, а в случае, если у вас более диарея, пепсин необходим. Как определить, это у вас дисфункциональная диарея или естественные испражнения? Дело в том, что стул у человека, он должен быть не более 2 раз на протяжении дня. В случае, если вы принимаете пищу там 2 раза в день, а по большому в туалет ходите 6 раз,
в аюрведе написано, что это просто, в этом ничего плохого нет, это просто мягкое пищеварение. Нет, это неправда. На самом деле это и называется диспепсия. И она опасна чем? Во-первых, уменьшается минеральный состав в крови, огромное количество заболеваний, включая витаминозы, там, пелагру, аллергию и так далее. То есть это все начинает плавно появляться. Причем даже в случае, если человек там часто ходит в туалет по-большому, но при этом считает, что это не является проблемой, при этом он еще и набирает избыточный вес и так далее. Я могу сказать, что это действительно является проблемой, и лечить это необходимо, вот по моему мнению, пепсином. Дело в том, что данный препарат, в нем находится небольшое количество, фактически он состоит из двух компонентов. Это бетаин или желудочная кислота и пепсин, фермент поджелудочной железы. Таким образом, в случае, если у вас хроническая диспепсия, хроническая диарея, если вы страдаете и вам не помогают препараты, принимайте пепсин, великолепное средство. Можно принимать от ожирения, сахарного диабета второго типа, а также в случае, если есть еще при этом диарея, все три препарата. Это препарат L-карнитин, препарат биотин и препарат пепсин. Итак, губы трескаются, но нет диареи, принимайте каолин. Губы трескаются, но есть диарея, принимайте пепсин. Юля, скажите, пожалуйста, почему появляется псориаз и как от него избавиться? Может, есть народный метод? Есть народный метод. Берется грязь, которая берется в озере, такая застарелая. Эта грязь высушивается и после чего разводится с водой и натирают те места, где есть псориаз. Вообще в моей компании разработан препарат, он называется изотоновая мазь. И второй препарат изотоновый бальзам. Если смазывать места псориаза изотоновым бальзамом, то очень быстро и эффективно купируется и уменьшается количество уменьшается количество данного заболевания. Я считаю, что каким-то образом псориаз связан с работой поджелудочной железы и, как ни странно, печени. И очень часто в тех местах, где происходит появление псориаза, в дальнейшем появляются заболевания, связанные с ревматоидными заболеваниями. И здесь сразу же такой вот момент, Андрей Андреевич, а как же можно помочь? В моей компании есть препарат, называется мускус. Принимайте его по одной чайной ложке 2-3 раза в день. Также я хочу сказать, что наблюдая за людьми, которые болеют псориазом, а я это делал в комплексе, потому что была такая возможность у меня, я обратил внимание, что практически у каждого человека есть заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом. То есть обязательно у каждого из этих людей были заболевания гастрит. Обязательно у каждого человека. Причем гастрит развивался, гастроэзофагиальный рефлюкс, появлялся гастрит, некоторые из них страдали диспепсическим синдромом, многие из них болели сахарным диабетом второго типа, хотя и в такой даже закрытой форме. И как можно это лечить? Я считаю, что можно попробовать это лечить биотином. Возьмите биотин, можно самый обычный, в самой любой аптеке. Это витаминный препарат, он продается в любой аптеке. Принимайте его в больших дозировках. В каких дозировках? Это приблизительно 10 тысяч микрограмм. Это 2 таблетки 2 раза в день, утром и вечером, желательно натощак. Дальше, а, где-то мне там звонил Вайбер, и я сказал, чтобы не отвечать.
Есть целый есть целый семинар, который называется "Лечение псориаза", и, там я рассказываю о народных методах, ненародных. Есть, канал мой дополнительный на YouTube, он называется "Тибетская формула. Спасительные рецепты". Найдите и напишите "Андрей Дуйко. Лечение псориаза". И там очень-очень большое количество методов, и народных, и ненародных. Андрей Андреевич, мне 40, нарушился менструальный цикл. С конца 2021 появилась задержка в 3 месяца. Далее 2, все хорошо. Сейчас 3 раза задержка в 2,5 месяца. Подскажите, что делать? Благодарю. Есть препарат такой у нас, называется Дисменора. Вот можно его принимать 2 таблетки 3 раза в день. Посмотреть, на прошлой неделе я читал вебинар, и там очень широко как раз эту тему о ней рассказывал, о том, как восстановить месячный цикл, что необходимо предпринимать. Посмотрите мой вебинар по здоровью, который я проводил на прошлой неделе. Как снизить высокую мочевую кислоту? Вашими препаратами вывести накопившиеся соли в суставах. Я сегодня говорил, это препарат, как ни странно, который называется Нефромакс, одна таблетка 2 раза в день, и 2 препарата жидких, 3 вернее препарата жидких, один называется Уролиз, второй Манкулит и третий Метикс. Можно прямо все 3 препарата по одной чайной ложке каждого из этих препаратов взять, растворить в стакане воды и принимать утром и вечером. Здравствуйте, Андрей Андреевич, на подбородке волоски, как у мужчин. Что делать? Еще варикоз, чешутся ноги, когда нервничаю. Опять за собак болеют, душой голодают, мерзнут, не выгнал тот мужчина. Давайте с собаками я вам, наверное, не отвечу, это ваше переживание, я вам ничем не могу помочь. А вот что делать с волосками, которые растут на подбородке? Необходим обычный уксус. Даже не так, а можно и так. Возьмите обычный уксус, желательно винный или виноградный. Виноградный, да. Возьмите виноградный уксус и каждый день пальчиком натирайте места, где растут вот такие волосы. Вот этот уксус, он уберет у вас волосы. Просто делайте это ежедневно. И второе, чешутся ноги, когда нервничаю. Берете, делаете раствор соли или рапу соленую. И вот этой рапой соленой натираете на ночь ноги. На ночь и утром, и ноги перестанут чесаться, поможет вам даже от варикоза. Как помочь при проблеме с почками и диабетической стопой при диабете первого типа? Можно заказать продукцию в Кыргызстан. Да, мы в Кыргызстан отправляем продукцию. Можно ли помочь в проблемах почками и диабетической стопой при диабете первого типа? Конечно, можно. Поможет альфа-липоевая кислота. 2 таблетки 3 раза в день. Далее поможет препарат бетулиновая кислота. 2 таблетки 2 раза в день. И поможет препарат Нефромакс, одна таблетка 2 раза в день. Здравствуйте, шановний Андрій Андрійович, з Днем Ангела вас, допоможіть, будь ласка, у дитини 2-місячної конъюнктивит. Народный способ, он 100% работает. Смотрите, как я сделаю. Необходимо взять вот так, сложить пальцы. Ага, 3. Необходимо вот так сложить пальцы. После чего поплевать на них, поплевать назад, и потом к месту конъюнктивита тоже потыкать этими пальцами, еще раз поплевать, вот так поплевать. Сделайте так 1, 2, 3 раза. Вот до завтра конъюнктивита не будет. Сделайте так на протяжении, вот будет появляться конъюнктивит, 5-6 раз сделайте, и не придется в дальнейшем лечить. Что такое конъюнктивит? По моему мнению, конъюнктивит – это проявление пищевой аллергии. Да, несмотря на то, что это в глазу появляется, тем не менее, я считаю, это одной из разновидностей аллергии. Каким образом можно лечить конъюнктивит? Берете солевую салфетку или берете 1 чайная ложка соли на 1 стакан воды. После чего, даже не так, возьмите заварку чая, но в эту заварку добавьте соли. Немного, не очень соленое должно быть. И вот такой раствор используйте, прикладывая в виде салфетки, в виде аппликации.
Также ребенку, у которого такое появляется, необходимо увеличить прием соли. Как ни странно, это очень эффективно работает. Подскажите, как можно вылечить себоррейный дерматит у моего сына? Высыпания, красные пятна на голове, на спине. Перепробовала кучу препаратов. Принимайте биотин, принимайте, называется у нас нон-экзантемин препарат, и смазывайте изотоновым бальзамом. И вот такой проблемы не будет. 2 года болит под левым ребром. Врачи не нашли ничего, но это пальпируется. Что только не проходило. УЗИ, колоноскопию, рентгены. 50 лет хочется жить. Это может селезенка быть, сплен. Это селезенка может быть. Гастро. Может, да, может желудок быть в норме, а вот селезенка, она может болеть. А еще есть разновидность невралгии. И одна из разновидностей невралгии — это когда болит под ребром, или болит под лопаткой, или болит где-то. Вот часто люди обращаются ко мне и говорят: Андрей Андреевич, у меня болит все время сердце, вот в этом месте. Я хочу вам сказать, сердце вообще никогда не болит. Вот когда оно заболит, то будет ощущение, будто вам меч всадили в грудь, горячий причем, или кол. А то, как потягивает или даже там как-то пульсирует, или там нежно болит, это не является заболеванием сердца. Это, скорее всего, неврологическое заболевание. И может помочь обычная мазь, допустим, там Вольтарен или еще что-то, массаж. Ну, максимально это обратиться к невропатологу для того, чтобы определил, что это за заболевание, и поставил правильный диагноз. Елена С. Здрасте, Андрей Андреевич. Чем можно укрепить волосы? Препарат называется артраминовый спрей. Суперовый. Волосы растут. Можете найти препарат артраминовый спрей, втирайте в голову, вырастут волосы, будут красивые. Подскажите, как можно записаться на новогодний сеанс? Какой новогодний сеанс? Наверное, на программирование. Необходимо перейти на мой сайт duiko.guru, и на этом сайте есть кнопка, называется "Программирование 2023". О, я сейчас ее даже выделю вот так и сброшу вам прямо вот сюда в чат, если получится. Ранее сильная седина. Что посоветуете? Лечить поджелудочную железу. Принимайте препарат Панкрисорб в моей компании и Тантал. Принимая препарат Панкрисорб, Тантал и L-карнитин, практически поисчезала седина. Я раньше был вот невероятно седым человеком. Сейчас осталось только на висках. Это связано с тем, что я принимаю L-карнитин, когда занимаюсь спортом, а также принимаю Тантал и принимаю Панкрисорб. Очень сильный вебинар здоровья сегодня провели. Очень много информации про давление, почек, сердечное. Спасибо из Казахстана. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как убрать кератомы? Был семинар, я уже рассказывал о том, как убирать кератомы. Попробуйте, поищите его. Так и напишите Дуйко лічення, устранення кератом. Скажіть, можу їхати на Україну на 2 тижні з дитиною? Треба вирішити питання з паперами. Дякую. Да, можете їхати. Подскажите, помогите под грудью бородавки и папилломы. Я так понял, чем устранить бородавки и папилломы? Смотрите, по моему мнению, бородавки и папилломы являются следствием повышающегося и холестерина, и, может быть, повышающегося инсулина. И чем можно это все устранять? Такие есть нетрадиционные способы лечения бородавок и папиллом. Необходимо взять рисинку, потереть крест-накрест
этой рисинкой по кератоме папилломе, завязать красную ниточку на несколько узелков и где-нибудь бросить в горшок и сказать, когда сгниет ниточка, пусть все папилломы отпадут. А вообще считают, что снижение или уменьшение употребления углеводов и в дальнейшем лечение сахарного диабета второго типа можно даже моими препаратами, там глюка, норм есть препарат, гликоцитрохромин, спрей для рта, гликоцитрохроминовый. Вот такими препаратами можно в дальнейшем справиться и с кератомами, и с папилломами, и с остальными проблемами. Над ключицей, на шее сбоку припухлость. Какие аппликации лучше делать для рассасывания? Уже 2 года такое. Рассасывание не нужно. Дело в том, что есть смысл провести исследование. Возможно, это какое-то не очень хорошее заболевание. И любая стимуляция данного узла может в дальнейшем спровоцировать появление или активный рост данного новообразования. Каким образом или что необходимо сделать? Необходимо сделать рентгеновское исследование грудной клетки и определить, не является ли то, что вы называете там, уплотнением, опухолью. Может быть, это лимфогранулематоз, и это у вас опухоль средостения. Может, у вас там лимфоузел на фоне гипофункции или гиперфункции аутоиммунного тиреоидита щитовидной железы. То есть необходимо на это все обращать внимание. Вот так, что приложить, чтобы прошло? Ну, наверное, никак. Что такое висит все? А, наоборот, наоборот. Что сегодня? О, получилось. В Испании ваши лики? Мои лики есть везде. Почему? Потому что вы заходите на мой сайт tibetan-formula.com, заказываете их, и наша украинская DHL почта или наша новая почта или наша еще какая-нибудь почта успешно доставляет в 124 страны мира. Поэтому искать в Испании магазин нет смысла, а вот заказать в Украине, и вы получите это уже через 10 дней, можно. Сейчас на сегодняшний день в Испанию, в Италию, в Германию идет быстрее, чем куда-либо. За 7 дней ученица получила препараты из а, Украины в штат Юта. Не могу понять, почему висит. О, получилось. Светлана Иванникова. Добрый вечер, Андрей Ильич. Чем можно помочь при атопическом дерматите? Акридерм прописали, он плохо помогает, благодарю. Атопический дерматит, как правило, является аллергической реакцией организма. Чем лечится аллергия? Как ни странно, аллергия лечится путем принятия натрий хлора или просто по-другому поваренной соли. Не верьте никому, начните принимать биотин, бетаин и галит, это мои препараты, и аллергонорм. И вот этой проблемы не будет. После операции на легких 20 декабря назначена химиотерапия. Переживаю, смогу перенести. Сможете, все будет хорошо вообще. Не бойтесь, Валерия. Желаю вам успехов, не переживайте. 69 лет это не страшный возраст. Не переживайте, все в порядке. Подскажите диету при лечении гломерулонефрита. Диета, я скажу, что нельзя принимать. В такой диете нельзя есть продукты, которые могут бродить.
Поэтому сырые овощи, сырые фрукты не принимайте при гломерулонефрите. Дело в том, что вот эти процессы брожения, они очень опасны. Даже не опасны, они вредят. Вообще при заболеваниях почек нельзя ничего, что бродит. Допустим, нельзя запивать сладким компотом съеденную вечером еду, потому что она потом начинает бродить в кишечнике. В случае, если такое брожение это для вас частое явление, можно попринимать препарат пепсин моей компании. Наталья Куколева. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можно узнать, сын в Москве и хочет остаться насовсем. Уже 3 года стоит ему там остаться, а то как-то трудновато ему там. Вот если бы ваш сын был моим учеником, я бы вам отвечал. А так он для меня чужой дядя, как и вы чужая тетя. Зачем вы это делаете? Кто вы? Так, подскажите, пожалуйста, высокие эритроциты, что делать? Большое спасибо. Если высокие эритроциты, это может быть заболевание легких, это может быть еще заболевание щитовидной железы, гипофункция или аутоиммунный тиреоидит. Вот так. Это может быть заболеваниями, даже заболеваниями печени. Нужно дополнительные исследования. Одни эритроциты высокие ничего нам не скажут. Высокие эритроциты могут быть еще там заболеваниями сердечными, порок сердца и даже сахарным диабетом. Добрый вечер. Если чешется и трескается кожа рук, когда нервничаешь или после химпрепаратов, что посоветуете? Увеличивайте прием кальция и увеличивайте прием поваренной соли. А, Поваренную соль досаливайте пищу. Смотрите, почему соль необходима человеку. Соль участвует в формировании и стимуляции выделения соляной кислоты. Второе. Как ни странно, в случае, если у человека появляется аллергия, то одним из признаков аллергии являются показатели лейкоцитов, таких как сейчас, не так начнем. В случае, если человек болеет аллергией, и в этот момент произвести исследование желудочно-кишечного сока, то оказывается, что очень часто секреция желудочно-кишечного сока пониженная, и в ней отсутствует соляная кислота. При приеме препаратов соли, просто поваренной соли, повышается выделение соляной кислоты, тем самым купируется появление аллергии. И это описано в медицинской литературе. И когда в свое время я советовал детей лечить, не уменьшая количество поваренной соли, а наоборот, там, давать там, красную икру или давать там, соленую рыбку и так далее, то такие дети переставали болеть аллергией. Почему? Дело в том, что это и является основной проблемой. Они, скорее всего, болеют заболеваниями гастрит или болеют заболеваниями там, эзофагиальными или желудочными или там какими-либо еще с пониженной секрецией, с повышенным гастрином, там, может быть, там, сниженным пепсином. И каким образом я назначал терапию? Я говорил, пусть принимают препараты аллергонорм,
принимают там препарат галит, он сделан из поваренной соли, и принимают препарат кальций цитрат, цитрокальцимин. И это все в комплексе помогало. Ну что, будем заканчивать. Здравствуйте, спасибо за ваш труд. У меня пароксизмальная мерцательная аритмия, назначили радиочастотную абляцию. Поможет снять приступы? Да, поможет. Смело можете делать. Подскажите, как избавиться от демодекоза? В случае, если у вас демодекоз диагностированный, то есть увидели демодекозного клеща, то поможет препарат аверсектиновая мазь. Аверсектин. Смазывайте аверсектиновой мазью. А для того, чтобы было еще лучше, смазывайте еще и моим бальзамом, который называется изотоновый бальзам. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Катаракта в начальной стадии. Можно обойтись без операции. Катаракты не может быть в начальной стадии. Это заболевание, которое формируется на протяжении 7-8 лет. И когда у вас диагностируется катаракта, то это говорит о том, что вы данным заболеванием болеете давно. Она не возникает стихийно, случайно и быстро. Поэтому без операции, вы знаете, скорее всего, не нужно этого делать. Сейчас делают великолепная операция по смене хрусталика. Катаракта сейчас лечится, и это несложная операция, не нужно этого бояться. Дело в том, что лучше поменять хрусталик и видеть в дальнейшем, чем не менять и в дальнейшем ослепнуть. Правда. Подскажите, где правильно сделать замену митрального клапана в Киеве? Хорошее место — это госпиталь имени Щорса, на улице Щорса. Ноет позвоночник в пояснице, ни растирки, ни диклофенак не помогает. Что это и что делать? Это ишиас. А еще это может быть почечная колика. А еще это может быть все, что угодно. Вообще шерстяная тряпка, иголочки, аппликаторы там кузнецовые, не помню, какие там еще бывают. И вот на них нужно ложиться, а лечится это любыми мазями на основе пчелиного яда и на основе кобриного яда. Из кобриных таких препаратов это кобратоксин называется препарат. А из пчелиного в моей компании есть золотой бальзам Дуйко и Габана. Это вот препараты, которыми нужно натирать. Это может быть еще и артрозом или проявлением артроза. Вообще нужен невролог. Пусть невролог проверит вообще, чем вы болеете и почему у вас там болит. Скажите, пожалуйста, чем можно помочь маме? Она после инсульта, ее раздражают запахи, любые запахи. Да, такое может быть после инсульта. И вот ей как раз поможет альфа-липоевая кислота и мелатонин на ночь, по 2 таблетки на ночь. И того препарата, и того. И прям заметно-заметно станет лучше. Буквально 1 неделю попринимает и будет лучше себя чувствовать. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, чем помочь женщине 82 года недержания кала? Спасибо. Запомните название препарата. Он называется сульфасалазин. Сульфасалазин. Принимайте препарат сульфасалазин, 1 таблетка 3 раза в день. 1 таблетка 3 раза в день. Сульфасалазин. Как можно избавиться от красных точек на животе? Врачи говорят, что это васкулит. Чем можно помочь? Васкулит — это серьезное аутоиммунное заболевание. Если врачи говорят васкулит, то вас нужно прям категорически обследовать, посмотреть, в каком состоянии находятся сосуды и начинать гормональную терапию. Васкулит — это очень опасно. Это прям очень опасное заболевание, и вот так категорично нужно к этому относиться. Если васкулит, то необходимо ревматолог и необходимо его лечить. Это хроническое заболевание, которое постоянно на него стоит обращать внимание. Не точечки там искать, а лечить васкулит. Здравствуйте, Андрей Ильич. Помогает ли матрица Горяева? Ну вот я не знаю.
Дело в том, что Петр Петрович Горяев, российский деятель псевдонауки, создатель псевдонаучной концепции волнового генома. Как заявлено на его сайте, Институт лингвиста волновой генетики защитил докторскую диссертацию МГУ имени Баума и диплома доктора биологических наук, выданный не высшей аттестационной комиссией, а не государственной организацией высшая межакадемическая аттестационная комиссия, которая не имеет права присваивать научную степень, является фальшивым дипломом и не дает права ее владельцу именовать себя доктором наук. Ну, бывает, знаете, но тем не менее и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Я могу сказать, как это работает. Брали молитву, после чего эту молитву сжимали на магнитофоне, чтобы происходило шипение, и после этого такая молитва в виде такого шипения могла помочь человеку. И это вот называлось волновой вот такой концепцией, нейролингвистической волновой концепцией. Это было вот такое ноу-хау. Может ли оно помочь? Да, может, может. Есть сила слов, сила мыслей, сила действий. И, конечно же, никакая традиционная медицина не сможет это подтвердить. Почему? Нет у них знаний таких. Дело в том, что чтобы это все изучать, это слишком рано появилась. Вот если бы Горяев с его концепцией, он пришел в этот мир через там 130 лет или там через 150, хотя я сомневаюсь, что у нас может эволюция развиться после того, что сейчас я увидел. Это деградация и какой-то ужас деградации общего населения, которое уже считает, что для того, чтобы делать мир, нужно воевать, для того, чтобы спасти, нужно прийти и всех убить. Ну, что-то вообще непонятное, знаете. Я думал, что миру мир, что это гуманитарно все, что это как бы что для того, чтобы воевать, нужно разрушать там, эти электростанции, там, людей оставлять без света. Непонятно мне это, вообще непонятно. То есть, скорее всего, будет не эволюция, а для каких-то стран жуткая деградация, что очень печально. Ну, из такой деградации, конечно же, не 150 лет нужно, а 550 лет, знаете. Главное, чтобы никого не сжигали сейчас на кострах. Тем не менее, для того, чтобы изучать и опровергать, необходимы тоже исследования. Поэтому, когда кто-то говорит, оно не работает, то необходимо сказать, а вы проводили исследования того, что оно не работает. Но нет же никаких доказательств. Согласен, доказательств нет, но исследований того, что это не работает, тоже нет. Именно поэтому вот так однозначно я бы не стал говорить о том, что это не работает. И почему я это говорю? Откуда взялось огромное количество последователей, которые слушают, которым помогает и которые успешно хранят идею и традицию, ну, значит, оно помогает, значит, есть смысл исследовать это все. Я желаю всем, поздравляю всех Андреевн и Андреевичей с праздником Андрея Первозванного. Андрей Первозванный был первым учеником Иисуса Христа, родным братом Петра. Правильно, да. Они же были оба, насколько я помню, рыбаками, и Петр, и Андрей. Вот точно. Это Петра распяли, а Андрей еще путешествовал. Кстати, он приезжал и на Киевскую Русь, и на горе, которая у нас в центре находится, он сказал, что здесь будет многоцерковный город, который будет, и здесь будет много церквей, они будут красивые. Таким образом, предсказал появление самого Киева. Но прекрасные были люди, его пророчество сбылось, все в порядке. Здесь появилась Киевская Русь и такой красивый город.
Хорошо, выключай. Я желаю всем прекрасного вечера, прекрасного дня, прекрасных праздников. Большое спасибо. До свидания, друзья. Все препараты вы можете приобрести на моем сайте tibetan-formula.com. Ссылку на приобретение данных препаратов я оставлю в описании данного видео. Если вам понравился данный вебинар, а в принципе, даже если не понравился, обязательно поставьте свой комментарий под данным видео. Оставляйте комментарии, это поможет другим людям увидеть данное видео и, возможно, будет кому-либо полезно, кому-либо еще. До свидания. Здоровым быть легко, поможет вам